Привет, дорогие друзья, с вами Лада, и у нас снова эксперименты. Сегодня будем варить морилку из отборнейших желудей, которые мне удалось собрать аж целый килограмм, чему я очень-очень рада, и самой не терпится начать. Кстати, в прошлых видео я варила морилку из сосновых шишек, видео можно посмотреть вот здесь, и также варила морилку из коры березы, также видео можно посмотреть вот здесь, и в описании я ссылки все нужные оставлю. У меня еще есть вот такие шкурки каштанов, самих каштанов у меня, к сожалению, нету, потому как их кто-то до меня взял, а шкурки оставил. Кстати, из самих каштанов тоже можно варить морилку, я видела, девочки некоторые это делали, и цвет получается очень-очень красивый, но если есть шкурки, то из них тоже можно сварить морилку. Шкурок у меня в этот раз совсем немного, чтобы из них прям отдельную морилку сварить, поэтому я буду их комбинировать с желудями. Итак, я тщательно перебрала желуди, хорошенько их промыла и залила водой. У меня получились следующие пропорции: 1 килограмм желудей и 2 литра воды. Технология такая же, как и в предыдущих видео о морилках. Это все я ставлю на огонь. Как только закипит, добавляю соды, ну и под крышкой варю часа 3. В этом случае я хочу поварить немного подольше, часов 5-6, посмотрим, какой цвет получится в этом варианте. Сейчас поставила все это дело на средний огонь, буду варить до кипения. В общем, друзья, новости такие. Кипит это у меня уже все 20 минут, раствор получается очень-очень бледный. Сейчас буду добавлять соду. У меня 2 литра воды, поэтому я добавляю 2 столовые ложки соды. Итак, 1 ложку соды. Ух, как все запенилось. И 2 ложку соды постепенно добавляем. Некоторые желуди раскрылись. Даю всему этому еще немножечко покипеть, закрываю крышкой и варю так часов 5 на медленном огне. Ну вот, друзья, как я и говорила, после добавления соды цвет стал более насыщенный, очень красивый получается. Посмотрим, какой цвет будет после 5 часов варки. Так, морилка из желудей у нас готова. Варила я ее в общей сложности 5,5 часов. Здесь есть один нюанс. Жидкости стало меньше практически в 2 раза или в 3 раза, потому как было 2 литра, стало 600 миллилитров. И это не то, что она уварилась, хотя это все булькало у нас под крышкой. Это то, что желуди, они раскрылись в процессе варки и впитали в себя лишнюю влагу. Вот из этих желудей сейчас можно еще варить морилку, что, собственно, мы и сделаем. Ну а у нас получилось 600 мл очень концентрированного раствора морилки на водной основе из желудей. Давайте посмотрим, какие трубочки будут по цвету. Окунем их сюда. Вы посмотрите, какой цвет получается. Это просто красота. На камере немного светлее выглядит, в реальности чуть-чуть потемнее. Такой очень благородный шоколадный оттенок. Молочный шоколад, прям очень вкусный оттенок получается. Посмотрим, конечно, он при высыхании слегка побледнеет, но после лакировки думаю, что он опять станет более насыщенным. Сейчас я продолжаю варить морилку. Следующий вариант морилки — это часть желудей, которая у нас осталась от предыдущего отвара, и вот такая кожурка каштана. Ее у меня совсем немного, но я думаю, что как раз-таки для этой цели мне ее хватит. Все это заливаю 2 литрами воды и на огонь. Здесь мне хочется посмотреть, какой получится цвет при добавлении вот этой кожуры каштанов. Может быть, цвет будет более в зеленую сторону или останется таким же молочным шоколадом. Проверим. Как только это все закипело, я добавила соды. Как всегда, 1 столовая ложка соды на 1 литр воды, то есть сюда ушло 2 столовых ложки соды. И снова все это дело варю на медленном огне под крышечкой часов 5. Ну что, друзья, готов второй вариант нашей морилки, где мы варили желуди и кожурку каштанов. Ее было немного. Она, кстати, вся почернела, потемнела, очень хорошо впитала воду. То есть, так же, как и в первом случае, из 2 литров воды у нас получилось 600 миллилитров самой морилки. И мне кажется, что это еще можно поварить, что-то еще получится. Кстати, не переживайте по поводу кастрюли, она очень хорошо отмывается. Окунаем трубочки в нашу морилку самоваренную, самодельную.
И смотрим, что у нас интересное такое получилось. Но сразу скажу, если сравнивать с той морилкой из чистых желудей, которая у нас с вами первый раз варилась, то эти трубочки менее насыщенного цвета, чем те получились. Но это видно, да. У меня имеется вот такая карта, где я размещаю трубочки, окрашенные натуральными красителями или самодельными морилками. Очень, кстати, удобно, рекомендую. Вы будете видеть все цвета, которые дает та или иная морилка. Вот как раз мы с вами варили морилку из сосновых шишек, видео на канале есть. Также морилка из коры березы такой цвет дает. Кстати, интересный меланж дает эта морилка. Тоже видео на канале есть. И все ссылки я необходимо оставляю в описании. Ну и вот как раз можно сравнить, какой цвет получился из морилки из желудей. Самый насыщенный, кстати, мне очень этот цвет понравился. Ну и морилка из желудей плюс кожура каштана. Не скажу, что кожура каштана дала какой-то интересный оттенок. Скорее, вообще не дала ничего. Просто так чисто для объема или для чего-то другого там можно ее использовать, не знаю. Цвет получился менее насыщенный, потому как варилось все это варево второй раз, но я думаю, что третий раз будет менее насыщенный цвет. Ну, посмотрим, все, буду ставить эксперименты в моем инстаграме, подписывайтесь, смотрите процессы. На этом все, вот такое видео получилось, я очень надеюсь, что оно вам понравилось и, может быть, оказалось полезным, чему я буду очень рада. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, пишите в комментариях, а вы уже варили морилку для окрашивания трубочек и из чего, мне будет очень интересно почитать. Вообще не бойтесь экспериментировать, смешивать разные ингредиенты, это всегда интересно, всегда захватывающе и всегда любопытно, какой же результат получится. Желаю вам удачных экспериментов, легкого плетения, вдохновения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!